Привет, ребятки! Хочу вам рассказать об опыте использования телефона Xiaomi Redmi 3. Использую я его месяц. Неплохой телефончик, довольно-таки интересный. Мне сильно понравился, намного лучше, чем мой предыдущий Meizu M1 Mini, в котором не хватало двух сим-карт. Также 3G. Ну и сами характеристики там, конечно, поменьше были. Я думаю, все прекрасно знают, что это за телефон. Сейчас кучу обзоров на нем можно все это увидеть. 8-ядерный процессор, 2 гигабайта оперативы, 16 гигабайт встроенной памяти, 13 мегапикселей камера. В принципе, камера неплохая, немножко лучше, чем на Meizu, как мне показалось. Вот. Более такая интересная. Что вот мне не понравилось в этом телефоне? Буквально сразу у меня на телефоне, в общем, я его поцарапал сразу. Стекло, вот легко царапается, маленькая царапинка, если видно будет, сейчас попробую показать, вот здесь она. Обратите внимание, в тот момент телефон я не ронял, вот, и, собственно говоря, поцарапал я ее об джинсы. В правом кармане джинс, все знают, есть такая как металлическая заклепка, пуговка, и вот об нее я поцарапал экран. И также вот тут вот первая моя царапина была, вот здесь, видно или нет, тоже об него. Корпус очень легко царапается, это пластиковая часть. Вот. Дальше заказал я себе вот такой чехол, вот он мне только сегодня пришел. Телефон не дожил до этого чехла с моими кривыми руками. В общем, 2 раза я его уронил. Слава богу, экран не повредился. Но вот за первый раз он у меня выскочил на асфальт и упал, получается, вот этими 2 частями, вот царапины на нем. Подскочил вверх и ударился вот этой частью тоже. Пластик, вот это все у него пластиковый корпус. И вот этот вот алюминиевый корпус тоже. Тут вмятинка, погнулся он. Тоже вмятинка, 3 вмятинки, короче. Вот. И потом вдобавок из внутреннего кармана я наклонился, не застегнул карман, он тоже выскочил на асфальт, вот тоже повредился. Вот эта крышка алюминиевая, она, похоже, очень тонкая. Я когда на форуме видел фотографию, тоже человек жаловался, показывал, очень тонко, она у него вообще треснула. Он говорил, что это чуть ли не металл, вообще непонятно, что это. Я думаю, сейчас почти все современные телефоны быстро царапаются. Вот. Тот же Samsung затирается и все остальные. Просто его нужно сразу, как купили, очень бережно носить и сразу в какой-нибудь хороший такой чехол поместить. Такого плана или любой другой, какой вам больше нравится, не суть важно. На мой взгляд, просто этот чехол наиболее защищает от пыли, от мелких всяких камушков, там, песчинок, которые царапают корпус. Вот. И сразу наклеить стекло. Тоже взял стекло на него Макола. Надо было брать все заранее. В общем, так, как-то так. Вот. Что мне понравилось, здесь очень классный экран. Вот, четкий такой. У меня товарищ всегда смотрит на него, говорит, мне такое ощущение, что здесь Full HD экран, хотя здесь HD экран. Добавились удобные функции. Вот. Скорость интернет-соединения показывает он вам здесь вверху. Вот. И еще удобная функция тем, кто не очень любит большие телефоны. Это вот такая вот фишечка. Вот. Включается маленький экранчик для пользования одной рукой. Очень удобная вещь. Удобно пользоваться. Также удобно. Есть там еще размер чуть больше. Это 3, соотношение 3 к 5, по-моему. Там 4 к 3 еще есть чуть больше. В общем, удобная такая вещичка. Вот. Так, все, телефон работает четко. Очень сильно порадовала батарейка. Здесь реально аккумулятор 4100. Это он реально здесь 4100. Я его проверял. Попробую вставить фотографию. Вот. В общем, режим использования. 6 дней продержала батарейка. Режим следующий. Вечером я захожу в Wi-Fi. Лажу там, включаю все время контакт, Инстаграм, там YouTube, приложения разные.
Днем иногда включаю 3G, пользуюсь Privat24, AliExpress, OLX. Вот. В последнее время немножко даже играю. Ну, в общем, в таком режиме вот не играючи, 6 дней он меня продержал без какой-либо жесткой экономии. Но сейчас он у меня держит порядка 3-4 дней. Я на нем играю. У меня есть танчики стоят, я на работе через 3G играю. Вот. Частенько, очень часто пользуюсь 3G. Вот. Ну и, собственно говоря, вообще очень радует батарейка. Телефончик очень хороший, неплохой. Рекомендую, в принципе, для покупки. Единственное, что сразу одевайте его в чехол, клейте стекло и имейте более прямые руки. Я надеюсь, они у вас прямые, просто не роняйте его. Вот. Все, до новых встреч, всем пока. Если есть какие-то вопросы, пишите, задавайте. На все отвечу. До новых встреч. There's nothing particularly shocking about the Mi Max's design, and that's not necessarily a bad thing, as the phone's aluminum construction gives it a premium look and feel. Some design aspects make the device easier to use, like the side tapers on the rear and the perfectly positioned power button and fingerprint reader. The top and bottom plastic caps, which presumably house the phone's antennas, are fairly continuous with the rest of the design in both color and feel. They do seem to be the culprit of some creaking noises while holding the phone, however, and maybe a major cause of the phone's weak structure. It bends with just a bit of pressure, which is disconcerting to say the least. The Mi Max's poor build quality shocked us, as Xiaomi has generally done an excellent job in the past, at this and even lower price points. The Mi Max's 3 illuminated capacitive keys sit on a very slightly curved 2.5D glass and follow Xiaomi's standard layout. The display's side bezels are notably small, although we do wish that Xiaomi would reconsider the use of a black border around the display. The Mi Max's standout feature is definitely its large display, and at 6.44 inches, this phone is undeniably huge. The size definitely requires a few changes in how you use your smartphone, but in exchange for a superior media consumption experience. While it would have been nice to see Quad HD here instead of 1080p, the display on the Mi Max still looks great with good viewing angles and accurate color reproduction. Sunlight readability is a tad below average, however, and the sunlight mode decreases the display's contrast significantly. On a positive note, the glass is coated in Corning Gorilla Glass 4, which we don't see very often at this price point. As has been the case with other Qualcomm Snapdragon 652 devices, the Mi Max's day-to-day performance seemed comparable to phones with higher-end chips like the Snapdragon 808. Xiaomi's custom software, MIUI, runs very smoothly on the Mi Max, and the base model's 3GB of RAM is generally enough for multitasking. There are different models available as well, although we do not imagine the real-world performance differences to be significant. Unless you're importing the Mi Max, you can expect 4G LTE speeds and great call quality. If you're in the US, the Mi Max will still work on AT&T and T-Mobile, but it will be limited to receiving HSPA Plus speeds. It is unlocked and dual SIM, however, and you can expand the phone storage up to an additional 256GB with one of the SIM card slots. The fingerprint reader on the back of the Mi Max is accurate and, in our experience, just a hair faster than the one found on the Nexus 6P. Xiaomi does seem to have taken a step backwards with the Mi Max with the return of micro USB. The decision to not use USB Type-C is a bit puzzling at this point, but it may be appealing to those who are still using the older standard and do not want to purchase brand new cables. The Mi Max's single speaker can be found just to the right of the charging port, and it sounds pretty good, only slightly distorted at higher volumes. It would have been nice to see front-facing speakers as they generally offer a more immersive media consumption experience, but side firing is still better than rear firing. With that aside, the Mi Max did very well in our battery life testing thanks to its very large 4850 mAh battery, although screen on time varied quite a bit depending on whether